Всем привет, друзья и подруги! Меня зовут Валентин. Вы можете меня знать по таким роликам, как «Мастен уже не тот», «Лучшая гитара за $500» и просто, то самое худшее, что вы можете найти во вкладках «Рекомендуемое». А таких там было много. Меня часто просили рассказать о том, как устроен звук в бэкдрафте, как устроен звук на сцене. Я решил сделать что-то интересное, и, по крайней мере, то, что интересно кажется мне. Потому что история для площадок 100-1000 человек сейчас примерно одинаковая, все переехало на цифру. Поэтому люди, которые разбираются в сценическом оборудовании, знают разницу между трехпиновым и четырехпиновым XLR, особо нового ничего не подчеркнут, потому что я и сам не являюсь профессионалом, и так все это хорошо не расскажу. В комментариях мне обязательно поправят и скажут, что там это все было по-другому. Ну а люди, которым интересны основы, к людям, которые, возможно, выступают на сцене или просто хотят узнать, как устроен звук на сцене, повторюсь, он везде примерно одинаковый, если брать основы, то, возможно, им будет интересно. Хватит болтовни. А нет, видос весь в болтовне, так что... На самом деле все начинается не на сцене, оно начинается выше. Очень странно, но почему-то я замечал, разговаривая с разными людьми, когда помогаю создать все это дело, многие очень забивают на то, где они это делают. Если простыми словами, то ты приходишь на какие-то площадки, которые абсолютно не подготовлены для того, чтобы принять этих зрителей, этих музыкантов и создать эту атмосферу вместе, чтобы всем было хорошо, а не та история, когда ты приходишь на концерт, все проносят свой алкоголь, все в говнище, и музыкантам, в принципе, пофиг. И самое главное, что звукарь еще берет и бас-гитару делает слишком громко, потому что бас-гитара это самый простой способ нарулить бу-бу-бу на концерте, потому что сделать драйвовую гитару, вывести ее в панораму, чтобы это все звучало хорошо, сделать бочку, особенно в помещении, которое нормально не звукоизолировано, это практически нереально. И здесь, в первую очередь, мы на потолок кинули, в данном случае, экофон. Главная задача этого материала, по сути, убрать эхо, чтобы вы могли прийти и слышать гитару, барабаны, и все это отдельно, потому что чем больше эхо, тем все это превращается в кашу. И порой хорошим оборудованием даже это не спасти. Вторая важная проблема, с которой мы столкнулись при получении адекватного звука тут и там, это ударка. Неважно, джаз, это металл, все равно от нее звука очень много. Учитывая, что эту ударку нужно еще подзвучить, минимально хотя бы бочку и сольник, чтобы все это было нормально слышно. Оверхеды мы все убрали, не надо все это подзвучивать, это все шумно, максимум хай-хет. Проблема основная в чем? Ударка, особенно когда ритм идет больше 100, то есть это когда идет плюс-минус быстрая музыка, излучает настолько громкую волну звука, которая может сравниться по децибелам со звуком самолета. На самом деле это гвоздь всех маленьких площадок, и по сути без драмшилда ты эту ситуацию не исправишь. Да, можно просить ударника играть адекватнее в плане не тащить с собой сет из 15 тарелок на маленькую площадку. Если он играет тяжелую музыку, то попросить его как-то акцентрированнее все это делать и не создавать много лишнего шума, потому что каждый ударник это любит делать, и это вообще профессия основная ударников. И я так без сарказма, кстати, считаю. Но можно решить проблему другим способом, отодвинуть ударника максимально к стенке, как мы и сделали. От ударного передвигаемся к гитарному. Здесь у нас установлен стек Mesa Rectaverb на 50 Вт. Внизу стоит у нас кабинет тоже месовский на 2.12 с винтажами, 30-ками. Короче, оригинальный американский звук. Что я могу сказать? Он прекрасно звучал, пока не пришли все эти начинающие любители покрутить. Но если быть серьезным, то действительно такое оборудование ставить особого смысла нет, потому что в данном случае, идемте сюда. Идемте сюда. У нас здесь стоит Black Star. Раньше тут стоял Marshall 412, GSM 2000, по-моему. Marshall я отсюда убрал и поставил обычный Black Star HT20 на 1.12 динамик. Все, и этого более чем достаточно, потому что все это подзвучивается микрофоном. В данном случае еще неправильным микрофоном, но это отдельная история. И звук идет потом уже в панораму и во все остальное. И на самом деле еще один плюс от использования более маленьких комбарей в данном случае это то, что, так сказать, комната не заполнена звуком. Потому что когда стоит рядышком у тебя огромный динамик 4.12, его слышат все,
А когда все начинают играть, в маленьком помещении происходит каша, потому что звук слышится и с усилителя, и с микрофона. И поэтому в данном случае уход от больших гитарных кабинетов, хоть, конечно, и не мувитон, но если вы, например, тут стоите, у вас есть монитор, у вас есть Black Star или какой-нибудь другой комбик на 1.12, потому что меньше, чем 1.12 я не советую как бы вообще эту историю. Все-таки есть свои стандарты в звуке. Если гитарные усилители, то это 1.12, если это басовый, то это 8 дюймов, например, или 15, но это уже как хотите, конечно, я с таким басистом не общался, вот, и так далее. Поэтому здесь ты стоишь, ты играешь, тут у тебя идет из монитора микс со всеми участниками ансамбля, вот, а здесь у тебя идет персональный твой личный усилитель, который слышишь только ты, потому что, опять же, он небольшой. И это реально плюс. Я считаю, что басисты — это недооцененные музыканты в группе. Вот, за ними нужно охотиться, их нужно любить, и если ты нашел хорошего басиста, то это на всю жизнь. В случае с басовым усилением я совершил еще одну большую ошибку. Здесь у нас стоит Mesa M9, это гибридный усилитель на 800 Вт, а в режиме подключения правильного он может дать и больше киловатта, в принципе, мощности. И скажу так, что это прекрасный усилитель, который стоит более 2000 баксов. Он офигенно звучит, наверное, один из лучших басовых усилителей, что я слышал. Но, подойди сюда. Я столкнулся с очень интересной проблемой и дилеммой. Сюда приходили басисты, и, как и все, первый месяц они заламывались. Они не могли понять, как его включить. Басист подходит, включает его и не знает, звука нет. Он крутит, ничего не происходит. Здесь установлена, казалось бы, интеллектуально простая штука, она называется mute, который просто убирает звук. И все, что нужно сделать, это нажать на кнопку. И он будет работать. Но без шуток, давайте мы его выключим, он шуршит. Но без шуток, почему-то очень многие басисты вот на этом моменте очень сильно стопорились и не знали, как дальше жить. Поэтому специально для таких случаев у нас здесь на сцене есть D-Box. Он, в принципе, есть на любых сценах, потому что без него никак. Клавиши подключить, что-то еще. Вот. Подключается сюда напрямую сам бас, и идет обработанный сигнал. Ну, как обработанный. На самом деле, никакой не обработанный он. Идет он прямо в пульт. За время работы в бэкдрафте у меня всегда возникало огромное сочувствие к вокалисту. Да, в принципе, и такое оно возникает, когда прихожу на небольшие любые площадки. Потому что, если это вокалист, особенно если это начинающий вокалист, у которого нет денег на ушной мониторинг, и все, что он слышит, это слышит себя через маленький мониторчик на 15 дюймов отличной компании Blue Sound, нет, Turbo Sound, про который мы потом поговорим. Вот, происходит такая ситуация. Все, что нужно вокалисту, слышать себя, правильно? У него нет здесь гитарного стека, всей этой истории. Все, что нужно, слышать себя. В итоге происходит банальная ситуация. Вокалист просит делать погромче, микрофон начинает ловить все, что вокруг, а это его задача, и он ловит ударку. И происходит обратная связь, происходит фон, и из-за этого происходит тотальный пипец на сцене. И вот, обсуждая эту проблему, я не могу сказать о самом главном. Что кроме музыкантов существует еще человек, который ответственен за все, что здесь происходит, за то, как это все слышите вы, это звукооператор. Порой действительно музыканты виноваты. В 80% случаев музыканты виноваты, потому что, например, у нас здесь раньше стоял монитор ближе, да, был фон, мы поставили его дальше, ничего не изменилось. Потом мы узнали, что вокалист просто стоит вот здесь. И на самом деле все, что нужно было сделать вокалисту, это просто сделать шаг вперед. И тогда бы все было хорошо, потому что так работает звуковая волна из монитора 15 дюймов, который находится внизу. Возвращаясь к 20%, в которых виновен звукорежиссер, можно сказать только одно. Квалифицированный звукорежиссер должен понимать, где он работает, с каким оборудованием он работает и как это оборудование настроить. Большего я ничего не скажу, потому что я не квалифицированный звукорежиссер и им не являюсь. Еще в 80-х, когда была эпоха аналогового звука, чтобы подключить все это на сцене и отправить слушателям, нужно было огромный рэк с огромным количеством разного оборудования, с тоннами коммутаций и огромнейшим, тяжелым, где-то на 50 килограмм пультом, только для звука, а еще для света нужен еще один такой же. Сейчас в цифровом веке мы живем, и хоть многие и против всего этого, но как ни крути, а удобство впереди.
У нас здесь установлен рековый пульт Behringer X32. По сути, это сейчас все, что нужно. Потом ты берешь планшет, вот у меня тут, ты снимай, я его возьму. Не упал. Ты берешь этот пультик. Идемте сюда, идемте сюда. Так, Samsung прикрываю. Коннектишься. И, по сути, все управление всем звуком расположено здесь. Можно зайти, например, открыть канал гитары, послать на каждый монитор. То есть, вот, например, это наш пульт. Вот, например, гитара, мы нажимаем. Здесь эквалайзер, компрессоры, бла-бла-бла. И линия этих возвратов, посылов. Первая тут идет сразу мониторная линия. То есть, например, вот я стою, это у нас правый монитор, значит, это вот тот. Я могу увеличить громкость его. Бас. Берем его на. И все, вот так можно управлять. Плюс, так как здесь вся линия панорамы активная, что колонки, которые здесь находятся, JBL, по-моему, SRX серия, сабвуферы или сабвуферы и мониторы, все активное. Что это значит? Что в каждую из колонок интегрирован усилитель. И не нужно все это ставить отдельно в рэк, не нужно все это обслуживать. Люди, конечно, которые противятся цифре, говорят, что это плохо, что если что-то выйдет из строя, то как ты все это разберешь, то есть это огромный геморрой. И в данном случае я скажу то, что мне сказал человек, который разбирается в этом лучше меня. Активное усиление, как ни крути, выходит из строя гораздо реже. Либо оно просто перестает работать, либо оно будет работать, ну, до посинения. Тут слово можно вспомнить про Behringer, которые хоть отвратительные, но сволочи вот на свою цену просто пахают. Теперь я хочу сказать немного от себя, исходя из опыта работать со всем этим оборудованием и все остальное. Очень много людей, опять же, спрашивают, и меня, и не только меня, и вообще огромная у нас проблема состоит в наших странах, в СНГ, по двум пунктам. Первое, это то, что у нас принято приходить на чужое. То есть, например, действует сцена, полностью весь бэклайн, ударник приходит максимум со своими палочками, со своими тарелками, в лучшем случае со своим карданом, вот, а гитарист просто приходит со своей гитарой. Чтобы вы понимали, в Европе, в других странах все это устроено по-другому. На сцене нет ничего, иногда даже и мониторов нет, никакой линии. Вот. Человек, который хаускипер, так сказать, ставит мониторную линию, зовет звукаря, а порой еще у каждой группы желательно должен быть свой звукарь, даже начинающий. И это, кстати, отдельная причина, почему везде все звучат так одинаково. Потому что, поверьте, что вот если и нужно для кого-то злиться и кого-то одновременно уважать, но избегать, это именно звукаря. Это со стороны музыкантов. Потому что помните, что для звукаря вы все одинаковые. И для всех... короче говоря, звукарь, его главная задача, это чтобы все звучали одинаково. Он берет плохое помещение, бас-гитара громче, чтобы все таки «О, да, валит». Вот. На самом деле, все это идет в кашу, я сам это прекрасно видел. И по итогу получается так, что каждая группа не обладает определенной индивидуальностью хотя бы в звучании. Не говоря уже про другие параметры, в которые я в этом видео лезть не буду. Например, у меня есть один знакомый в Польше, который недавно создал бэнд, и история такова. У ударника своя ударка, у гитариста своя гитара и свой усилитель. Да, хреновый усилитель, да, хреновая гитарка. Но суть-то в чем? Что хоть у него оборудование, конечно, не такого уровня, хотя, опять же, когда ты приходишь на большинство площадках, еще хуже оборудование, чем может быть, такое бывает, у него есть своя индивидуальность. Такой вариант даже с покупкой не самого сильного усиления, не самого сильного и качественного оборудования позволяет тебе двигаться и расти, и учиться и работать с аппаратом, потому что сюда, опять же, очень многие приходили группы, которые даже не знают, как правильно настроить звук на месе. Серьезно, но я очень был удивлен, когда пришли вроде люди, которые умеют играть, которые хорошо выступают. Но как нормально нарулить на звук, не то, что там нарулить в плане эквалайзера, что банально нужно выставить в данном случае аутпут и мастер примерно на одном уровне, потому что если ты делаешь это по-другому, ты перегружаешь там тракт и так далее. Они этого не знали. И второе, о чем я хочу сказать чисто от себя, это, по сути, то, что уберет вообще все проблемы. Проблемы с наводками, проблемы с звуком на сцене, как и в зале. Это персональный мониторинг. Самая банальная фигня, которая, да, она стоит денег, да, эта система не самая дешевая, тем не менее, она уберет все проблемы. Например, для вокалиста ушной мониторинг – это практически незаменимая вещь, особенно когда он находится на маленькой сцене. Например, сейчас я не принес с собой AX, у меня 8 дома лежит, AX 8. Вот. Но когда я приносил его, я отключал усилители все,
Мне не нужно было все это, я только один монитор оставил, подключил 2 акселерами в пульт AUX, и все. И у меня свой персональный усилитель, мне ничего не надо. А если бы у меня был ушной мониторинг, то я просто вывел бы сюда себя, и можно было и мониторы убрать. Поэтому лично я считаю, что если группа начинающая, ей нужно двигаться, то в первую очередь нужно выделять средства не на покупку дорогого усилителя или дорогого инструмента, а именно на ушной мониторинг. И, как в случае с гитаристом, на какую-то историю с процессорами. Потому что, да, это более цифровой звук, даже если брать недорогие процессоры, но, поверьте, даже, ну, скажем так, тут, например, стоит Mesa, да, он подзвучен одним микрофоном Shure 57. Чтобы это Mesa звучало действительно по-месовски, то нужно хотя бы 2 микрофона, и желательно эту Месу вообще поставить в специальный купол, я не помню, как он называется, капсим, по-моему, что-то такое. Тогда вы действительно это услышите. То есть, если я поставлю еще сюда аксовый, воткну его в линию, симулирую качественно ту же самую Месу, она будет в мониторы, в панораму звучать в разы лучше, чем реальная Меса, которая здесь стоит. Это банально, вот, но это так, мы проверяли. Да, это очень сложная тема, и многие могут не согласиться в комментариях и сказать, что я говорю фигню, но я рассказываю то, что я сейчас сижу, я это включил, я это послушал, я вам рассказываю. Я не выдумываю это где-то там с космоса. Куча людей приходили, мы тут работали над звуком, все это тыкали, слышали. Когда начинал все это делать, совершил огромное количество ошибок, делал абсолютно все неправильно. Но в итоге чему-то я научился, и это что-то немного я стараюсь рассказать. Не всегда донести пытаюсь так, как мне это в голове, но оттуда как бы я и начинающий, и не профессионал в этом деле. Вот. И самое главное, что стоит сказать по поводу ушного мониторинга, всего этого, то что дорогой усилитель, беспроводная система, это по большей части понты. Самое главное, это ваша музыка, то, что вы делаете. Прям очевидность. И вот ушной мониторинг для ударника, для вокалиста, для всех остальных позволит вам слышать друг друга гораздо лучше. Понятное дело, когда это начинающая группа, когда вы играете панк, вам хочется отрываться, да, в ушах это все по-другому. Ну, попробуйте в берушах поиграть на репетиции, это ж ужас, я до сих пор не умею. Но ушной мониторинг, он гораздо лучше, даже самый недорогой. Пример из моего личного экспириенса. Когда я раньше ходил на репетиции, да, огромные стеки Marshall, да, крутой звук, тебя качает, ты трясешь башкой, все круто, но ты достигаешь гораздо меньшей продуктивности, чем дома, когда ты сидишь и пишешь обычный риф в наушниках, но ты все слышишь, ты понимаешь, что вот здесь ты сложал, здесь ты неправильно сделал, ты, работая с метрономом тем же самым, начинаешь лучше осваивать ритм. И по сути, когда ты находишься на сцене, в наушниках, ты с музыкантами находишься в своей маленькой студии, где вы слышите друг друга, где вы не отвлекаетесь на потусторонние шумы, где вы можете работать продуктивно и достигать какого-то нового результата, если вам, конечно, оно нужно. Вот. Но напоминаю только мое мнение. Возможно, я вообще не прав, и нужно просто трясти башкой на сцене, и все получится. Ну, в 80-х, по крайней мере, это работало. На этом все, дорогие друзья. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик, особенно кто посмотрел его до конца. Не забывайте поставить лайк под этим роликом. Если вам понравилось, обязательно пишите в комментариях, возможно, что-нибудь подобное я еще засниму, если вам будет интересно. Спасибо Ване, который стоял за камерой. Бедный ударник, походу, уже сегодня не начнет репетировать. Так, ну все вроде. Увидимся через неделю. Еду на концерт Slayer, и после этого сразу же сниму обзор на Гарри Холда, потому что хочу узнать, как Гарри Холд звучит вживую, и его гитара. Все, еще раз всем пока.